Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 3 октября, вторник. И пару дней назад один из моих зрителей, участников нашего совместного, как его называю, канала, прислал мне сообщение. Говорит, мы не только слушаем то, что вы говорите, но мы генерируем свои собственные мысли и идеи. И вот с этого я хотел бы сегодня начать, потому что, да, хочу подтвердить, это так. Эти мысли и идеи, они заслуживают самого пристального внимания. Кандидат юридических наук из Украины прислал весьма дельное предложение по поводу того, как нужно бороться с олигархией в Украине в качестве, предложения по изменению законодательства. С моей точки зрения, очень дельное предложение, которое реально может найти, и думаю, что должно найти практическое применение и должно сыграть очень важную роль в борьбе за будущее Украины. Другое сообщение приходит из Парижа, из далекого Парижа через океан. Бывший французский дипломат, который работал в посольстве в Российской Федерации, совсем недавно, в принципе, работал. То есть человек, замечательно знающий, что такое Мордор. Он работал уже при президенте Путине. Прислал мне свою книгу в электронном варианте. Она на французском языке пока, хотя он планирует ее опубликовать в других странах, в частности в Соединенных Штатах Америки, и, возможно, в Украине. Думаю, имел бы полный смысл. И книга называется «Смерть русского мира». То есть по названию вы можете понять, о чем идет речь. Человек, дипломат из Франции, хорошо знающий Россию, который внимательно следит за войной в Украине. Кстати, он мне написал, что значительную часть информации он взял из нашего канала. Там цитируется наш канал. Ну вот, такая у нас образуется, так сказать, международная коалиция или сообщество здравомыслящих и интеллигентных людей. И я вам говорил неоднократно, повторю еще раз, что я горжусь составом слушателей, зрителей моего канала. Думаю, что это как раз вот те 10-15%, которые составляют интеллектуальную элиту в любой организации, в любом обществе. Те люди, которые, в конце концов, творят добро в этой жизни. Но слушают нас не только вот эти люди, о которых я вам только что сказал. Из Лондона сообщают, что буквально через день после того, как я здесь рассказал о великолепном выступлении короля Объединенного Королевства Карла III, в прошлом известного как принц Чарльз, выступление перед полным составом французского парламента, где он сказал о священной обязанности и твердом намерении двух государств действовать как единое. Он вспомнил предложение, которое сделал Черчилль еще в июне, 16 июня 1941 года об объединении двух стран для совместной борьбы с Гитлером. Так вот, он вспомнил, он призвал в том же духе, как две страны боролись с Гитлером, теперь оказать помощь Украине для того, чтобы она с триумфом победила нынешнего фюрера, который сейчас сидит в Кремле. Так вот, буквально через день интернет-сайт, страница короля Карла III была подвергнута такой жесткой хакерской атаке. Такого не было никогда. С тех пор, как он стал королем, никогда не было. За все время, сколько он был всю свою жизнь сознательно, большую часть жизни он был известным как принц Чарльз. Никогда такого не было. И вот свершилось после его великолепного выступления. И после того, как я его здесь осветил, потому что, в принципе, на большую аудиторию, причем с той характеристикой, как я дал этого выступления, то есть о нем никто не писал. Наверняка это вот слушатели с Лубянки,
услышали, зафиксировали и решили сделать свою гадость. Но это никоим образом не повлияло на настроение короля и его свиты, наоборот, укрепило их в том понимании, что аристократия, лозунг дня, аристократия, мировая аристократия за Украину. И вот с этим мы и идем дальше о событиях нынешнего дня. Но важнейший вопрос, конечно, для нас всех, что происходит в Вашингтоне, Д.С., в округе Колумбия по поводу Украины. Как мы с вами и предполагали, маговцы сделали ход. Объявили о намерении или начале процедуры смещения спикера Маккарти с его должности. И это, если они дальше пойдут, если этот шаг будет продолжаться согласно логике этого процесса, это должно превратиться в роковую ошибку этих маговцев. То есть это группы трампистов, я напомню, их примерно 29 человек. Это те, которые провалили помощь Украине, которые вызвали бурю гнева в Соединенных Штатах, да и во всем цивилизованном мире. Почему? Почему это будет роковая ошибка? Ну, потому что после этого акта, после принятия этого временного бюджета Соединенных Штатов, которым не оказалось помощи Украине, в принципе, произошла поляризация в Конгрессе США. То есть вот эти 29, они, очевидно, превратились в изгоев, в маргиналов на Капитолийском холме. И сейчас ведется закулисные переговоры между демократами и республиканцами-рейганистами. Это уважаемые люди, которые понимают, что такое геополитика, в отличие от трампистов, и понимают, как важно то, что сейчас делает Украина, не только там для Украины, но и для всего мира, включая Соединенные Штаты Америки и даже электорат вот этих бестолковых, безбашенных трампистов. Кстати, в своем выступлении недавнем по этому поводу, президент Байден назвал их экстремистами. И, в принципе, растущая часть членов Конгресса все больше склоняется с этим мнением. Так вот, значит, демократы готовы помочь республиканцам-рейганистам, дать отпор вот этим маговцам. И если, значит, станет вопрос о голосовании о смещении Маккарти с его должности, то демократы поддержат республиканцев-рейганистов. И вот эта вся мага, она как мусор выметается из, ну, фактически, с активной политической жизни Конгресса Соединенных Штатов. Происходит замечательная вещь, о которой с Надеждой говорил в предыдущем видео. Образуется твердое партийное большинство, которое есть в Сенате Соединенных Штатов, здравомыслящее большинство, которое больше не будет поддаваться на вот эти интриги, грязные, тупые, гнусные интриги вот этого ничтожного меньшинства, и будет руководствоваться вопросами национальной безопасности. Вопрос о Украине сейчас вопрос номер один. Дай Бог, чтобы это произошло. Дай Бог, чтобы... То есть, если это произойдет, демократы с республиканцами отстоят, я повторяю, это республиканцами-рейганистами, отстоят Маккарти, тогда в Сенате, в Палате представителей будет двупартийное здравомыслящее большинство. Это обеспечит бесперебойную, должно обеспечить бесперебойную долговременную помощь Украине, возможно, в больших объемах, чем это было раньше, до полной победы. Вопрос стоит именно о полной победе. Потому что, ну вот вчера на брифинге в Белом доме был задан вопрос представителю Белого дома Карин Жан-Пьер. Вопрос звучал примерно так. Вот там говорят, из Москвы доносятся голоса, что там надеется переждать Запад, что Запад устанет от Украины, прекратит помогать, и тогда, значит, Украина упадет к ногам Путина. На что Карин Жан-Пьер ответила, что под руководством, или с инициативой Белого дома образовалась коалиция международная, примерно 50 государств, и она до сих пор непоколебима. По инициативе Белого дома в Организации Объединенных Наций образовано большинство, минимум 140 стран, которые морально поддерживают Украину.
И если Путин, это буквально фраза ее, если Путин надеется, что он нас переждет, то он ошибается, жестоко ошибается. И она объявила, что для того, чтобы это подтвердить, в ближайшее время администрация намерена предоставить очередной пакет помощи Украине. Деньги на это, во всяком случае, пока есть. Вышла статья в издании The Atlantic, которая может нам объяснить, вот многие наверняка зрители не понимают, почему эти маговцы так взъелись на Украину, что она им сделала, почему они вот с пеной у рта выбрали буквально как в жертвенную, как жертву сакральную, что ли, Украину, бросить ее, как здесь говорят, under the bus, то есть бросить ее под идущий навстречу автобус в целях своей внутриполитической борьбы. И вот здесь это объясняется. Сейчас я вам объясню, уверен, для вас это будет откровение. В статье говорится, что в принципе для американцев вопрос о помощи Украине это настолько абстрактно, и большинство даже не понимает, о чем идет речь, потому что 2/3 американцев, к стыду своему, пишет The Atlantic, после 18 месяцев войны против Мордора, вот эти примерно 2/3 американцев даже не знают, где Украина находится на карте. Дальше. Большинство из них понятия не имеет, что такое помощь Украине. Вот Маккарти высказал в свое время такую фразу, что мы больше не будем выписывать незаполненных чеков или чистых чеков. И большинство здесь в Америке так это себе представляет, что или в мешках наличными таскаются деньги в Украину, где тут же злой Зеленский все это рассовывает по карманам, по офшорам. Ну, хотя что есть, да, мы знаем примеры, не обязательно Зеленский, но рыльца-то в пушку. Но республиканцы, маговцы все это распространяли среди его электората как регулярное, как практику, как 100% укоренившуюся практику. Они не понимают, что значительная часть этих денег, на значительную часть приобретается американское же оружие, оплачивается предприятием ВПК, которое это все производит. То есть экономика работает, военно-промышленный комплекс работает. Масса других предприятий, людей, занятых на этом предприятии, американцев, значит, они работают, получают за это денежное вознаграждение. Но вот маговцы так это дело вот представили. То есть полностью оболванив свой электорат, который представляет себе, что вот эта помощь в их воображении, буйном воображении, значит, многие из них считают, что эта внешняя помощь Соединенных Штатов другим странам составляет не менее 25%. Наиболее умеренные, здравомыслящие говорят, ну, может быть, не 25%, но процентов так 15-10%. На самом деле деньги, которые Соединенные Штаты тратят на внешнюю помощь другим государствам, составляет 1% от всего бюджета страны. Весь процент, то есть весь бюджет страны, как я вам говорил, составляет на ушедший 23-й финансовый год 1,7 триллиона. И я неоднократно уже рассказывал, что вот эти, казалось бы, чудовищные для реднека цифры, там 113 миллиардов, которые, значит, ушли в Украину за прошлый год, значит, они просто блекнут по сравнению с вот этой огромной суммой, и они, эти избиратели маговцев, они понятия не имеют, какие колоссальные задачи Америка решает в плане обеспечения своей безопасности за эти деньги. Следующий вопрос. Почему так вот получилось? Да потому что, вот поскольку народ темный, я имею в виду избиратели, ядерный электорат маговцев, значит, не понимает, что это такая помощь, в каком количестве, как она оказывается. И когда приходит новая, а вот эта коалиция, она образовалась только вот в Палате представителей последнего созыва, как единое такое небольшое, но шумное, наглое, скандальное меньшинство, храпистое такое. Так вот, вот кнопка для того, чтобы нажать красную кнопку и голосую против,
против помощи Украины, она самая легкая получается. Потому что взять любой другой вопрос, внутренний, там не дай бог, там масса людей за, масса против. И для вновь пришедшего члену Конгресса трудно разобраться, там, не дай бог, не туда нажмешь, все, в следующий раз могут не переизбрать. А Украина, внешняя помощь, да фиг с ним, зато можно пропиариться, можно каждый день не слазить с экранов телевизоров и со страниц, значит, печатных средств массовой информации. Вот что сейчас происходит? Кто слышал эту сумасшедшую, которую сейчас называют баба-пожарник, Тейлор Грин? Кто о ней слышал еще 1,5 года назад? Никто. Этот Гетц, который сейчас, это вообще полное ничтожество, который сейчас занимается снятием Маккарти с должности, тоже никто. Причем он шум же какой устраивает. Значит, он вспомнил, что для того, чтобы выбрали спикера Маккарти, понадобилось 15 раундов голосования. Он говорит, я буду не меньше ставить на голосование этот вопрос для того, чтобы снять его с должности. Вот так все это время получается, понимаете? То есть это совершенно шкурные интересы, помноженные на тупость или, мягко скажем, неосведомленность электората, а, как я вам говорил, электорат, согласно опросам общественного мнения и тем данным, кого опрашивают, типичный представитель ядерного электората трампистов – это мужик с уровнем интеллекта ниже среднего и с образованием таким проблематичным, скажем так, неустроенный в жизни, получающий меньшую заработную плату, чем в среднем по стране. И такой неустроенный, но он не собирается предпринимать меры, чтобы устроить себя, чтобы... То есть это человек, так по большому счету, социалистического завтра, который сидит с пивом, у него дома несколько автоматов, автоматических винтовок, и вот он сидит, бухает, там у него флаг конфедерации сзади, или еще что-нибудь такое, ну, как российской ваты. И он роняет горькие слезы о том, что вот все в Америке разваливается. Ну, союзники уже отреагировали, настоящие союзники Украины, по поводу того, что произошло недавно в Конгрессе. Британия заявила, что будет помогать Украине, даже если в Соединенных Штатах в связи со сложившейся политической ситуацией эта помощь будет прекращена или приостановлена. Нет, этого не будет. Тем не менее, британцы вот так заявили. И это замечательно. Дальше я вам поговорим о том, что такое англосаксонский мир вот сейчас, именно применительно к Украине. Потому что многие из вас спрашивают меня, вас беспокоит этот вопрос, меня беспокоит вопрос, какое будущее теперь у Украины, куда идти, что. Я вам рассказывал, один из моих зрителей написал, что когда стало известно, что война может продлиться долго, многие люди пришли в отчаяние, непонятная перспектива. Перспектива становится все яснее. Сегодня мы с ней разберемся. А пока краткая информация, поступающая из инсайдерских источников. На Ближнем Востоке идет облава представителей спецслужб, финразведки Соединенных Штатов, Великобритании в поисках денег, украденных, как предполагается, из той помощи, которая была оказана союзниками Украине. В Абу-Даби, в Дубае, в Омане, внимание, в Омане шерстят по счетам. Круг счетов, где шерстить, он уже, в принципе, определен. Я слышал, да, прошла где-то информация по поводу то ли ареста, то ли уже состоявшегося, то ли еще не состоявшегося бывшего министра обороны Резникова. Пока насчет этого не слышал, то есть подтвердить не могу, но не могу подтвердить арест и то, что он находится под подозрением, но могу подтвердить, что начинал он свою практическую деятельность профессиональную в юридической фирме Егоров, Пужинский и Афанасьев.
Егоров – это однокурсник Путина. Это крупнейшая юридическая контора Российской Федерации. После этого опустила щупальцы по всему миру. Ну, то есть это кремлевская, это карманная юрфирма Путина. Но и это еще не все. Дело в том, что это карманная юридическая контора спецслужб Российской Федерации, которая занималась самыми щекотливыми делами, связанными с деятельностью российских спецслужб. То есть более доверенной конторы юридической в России нет. Помните такого лидера, чеченский был, который был в оппозиции режиму Кадырова, по фамилии Яндарбиев? Он был убит на Ближнем Востоке. И там, как ситуация была, на его убийство, на эту операцию послали 2 грушников российских. Они приехали на месте и как настоящие сотрудники спецслужб в стране, которой руководит бледная моль или окурок, они арендовали на месте мобильные телефоны, по которым в ходе операции по устранению Яндарбиева, они там взорвали машину с ним, они переговаривались по этим телефонам. Ну, поскольку люди, они отличались от местного населения явно, и были такие спортивной подготовки, и еще из России приехали, их поставили под контроль. То есть все это было записано. Дело было жесточайшим образом все это запротоколировано. Короче говоря, их взяли, их приговорили. В их вручении участвовал в процессе сам Путин, он вел переговоры, но организовал это именно эта юридическая контора. Затем, когда Сноуден, вы помните, да, этот Сноуден, сотрудник, в свое время он был ЦРУ, потом Агентство национальной безопасности, сбежал в Москву, то есть он страшнейший удар по нацбезопасности США нанес. Ну и когда решался вопрос, что с ним делать, туда-сюда, опять эта контора этим занималась. То есть обращаю ваше внимание и даю вам полную гарантию, что если вот эта контора, любая юридическая контора, пользуется таким доверием спецслужб Российской Федерации, то каждый ее сотрудник, он просвечен насквозь абсолютно. На каждого из них уголовное дело, с каждым из них... То есть они должны пользоваться стопроцентным доверием российских спецслужб и Кремля. Знаете, как они должны быть просвечены, как на рентгене. И это касается, значит, сотрудников, особенно если речь идет о выходцах из Украины. Ну и у этой компании, у нее есть филиалы по всему миру. Был филиал в Киеве. Естественно, там был жесточайший отбор кадров. То есть я не могу сказать, что... И было бы неправильно сказать, что все 100% сотрудники этой конторы, которые были из Украины, это агенты Кремля. Но характерно, если мы посмотрим на кадровую политику Ермака, мы увидим, что непропорционально большое число людей на самых ответственных должностях имеют связь с Москвой, с Российской Федерацией, с российскими спецслужбами. И где они находятся, там наносится жесточайший удар по интересам Украины, по ее национальной безопасности. Поэтому я отнюдь не удивлюсь, если вот эти слухи по поводу внимания, которое приковывает Резников у спецслужб западного мира, если это подтвердится, я скажу вам, я не буду удивлен. Теперь, многие спрашивают, какое же будущее теперь, особенно сейчас в связи с вот этим... Я не хочу называть это кризисом, вот не выделение помощи Украины. Сейчас я вам расскажу такую немножко, ну не то что скабрезную, но немножко такую вольную шутку. Была у меня знакомая здесь, ныне покойная, которая, она вообще американка там в 3-м поколении, по-моему, но ее предки из знати европейской. Баронесса, говорят, была. Ее предки были из баронов германских. Так вот, она работала с американскими спецслужбами в самых экзотических операциях всю свою жизнь. Связана с продажей оружия, с
то, что называется не covert operation, то есть с тайными операциями. Ну, что там, в общем, вся жизнь – это сплошное приключение. Колоссальные связи у нее на высочайшем уровне здесь. И она уже, когда была в преклонном возрасте, здоровье у нее уже так подкачало, курила на сигарету от сигареты, человек старой закалки. И мы обсуждали какой-то очень такой острый вопрос, и она проронила фразу, что вот то, что вот там произошло, я не помню, там какая-то неурядица произошла. И она произнесла фразу, которую, ну так, вольно переведу я вам немножко. Это, говорит, все как прыщик на опе мира, сказала она. Так вот, когда вот произошло вот это событие в Конгрессе с участием маговцев, я вот тут же утешил себя мнением, или вспомню эту фразу, что это, скорее всего, это окажется вот этим самым прыщиком и не больше того. Но страсти он возбудил немалые. И один из самых главных вопросов, самый основной вопрос, какое же будущее, что теперь с нами будет? И вот в качестве ответа появляются две публикации. Может быть, не все восприняли это как ответы, но сейчас я вам объясню. Первое – это статья в «Политика». Статья в «Политика», которая была построена на анализе, на прочтении двух документов Госдепартамента. Один он для общего пользования, там, по-моему, 28 страниц. Другой – секретный вариант, в котором в 3 раза больше страниц. Подготовлен он одним подразделением Госдепартамента, который входит в состав разведсообщества США. Есть у них аналитический там отдел, который считается, несмотря на то, что это дипломатическое ведомство, а вот этот отдельный отдел, он входит в разведсообщество Соединенных Штатов Америки. И там как раз идет речь о том, что Америка, как Америка видит будущее Украины и какой бы хотела, и что она готова сделать, и как готова сделать для того, чтобы это добиться. Ну, и я вам должен сказать, это фундаментальный, конечно, документ, потому что, ну так вот, в целом характеризовать. Речь идет о том, чтобы после победы Украины, то есть иначе бы не было смысла и писать эти все документы, тратить на это время, Украина должна быть оторвана, вернее, должна быть исполнена мечта украинцев, которая уже укоренилась даже практически у всех за прошедшие 18 месяцев. Оторваться от Мордора, от этого совка, от этого гнилья на всю оставшуюся историю. То есть речь идет о том, чтобы помочь украинцам оторваться от вот этого умирающего мира, бывшего совка, который олицетворяет сейчас Россия, и стать самостоятельной полностью частью, значит, современного мира. Это делается, или предполагается делаться по нескольким направлениям. Во-первых, в качестве самоидентификации национальной. Там разрабатывается комплекс мероприятий о том, чтобы расширить, то есть сделать систему преподавания английского языка практически повсеместной, чтобы этот английский язык стал, по большому счету, вторым языком в стране. Чтобы забыли люди русский язык, придется мне, хотя я скажу, что литература, то есть я люблю литературу любой страны, и ее пишут не негодяи, хотя бывают и не негодяи, но в основном это умные, толковые люди, и интересно познакомиться с их мыслями, даже если это литература врага. Но тем не менее. Короче говоря, речь идет о комплексе мероприятий для того, чтобы Украина стала частью фактически, вот я отвечаю за эти слова, англосаксонского мира. Вот вам цитата. «Стратегия США направлена на то, чтобы Украина не только сохранила ориентацию на Запад, но и развивала особое отношение с Америкой». Я когда прочитал эту фразу, у меня так сразу конструкция выстроилась. И это, наверное, правильно. И это, наверное, можно назвать возвращение в родной мир, возвращение на круги своя. Потому что, опять-таки, я знаю, что там сейчас много течений, веяний в Украине по поводу того,
откуда Русь пошла, там, Киевская Русь, откуда корни растут, некоторые правильные, интересные, много мифологии, безусловно. В таких дискуссиях всегда бывает. Я вам расскажу то, что я понимаю. Государственность, Киевскую Русь пришла с помощью викингов. Викинги – это были фактически объединения их племен вместе с местными славянскими племенами. Причем славянских племен было много. На территории Киевской Руси жили племена, которые занимались земледелием. Это были более высокого уровня развития, чем те, которые собирались на болотах, занимались собирательством. Они вели более цивилизованный образ жизни, потому что они общались, они жили на больших территориях, были большие поселения, люди имели навыки социального общения и развития, в отличие от тех, кто жил на болотах. Там даже если почитать Соловьева, классика российской литературы, то есть истории, он пишет, что московская территория, где возникла Московия, потом Московское княжество, там болота маленькие, территория состояла зачастую из небольших островков среди болот, и на этих островках иногда бывало там 3-4 избы. И все. То есть человек один, природа непредсказуемая, и он один с топором против вот этого всего. То есть дикость абсолютно. На территории Киевской Руси произошло все иначе. Итак, Киевская Русь – это было слияние как бы викингов и тех славянских племен, которые проживали, поляне из них, которые проживали на территории Украины. Дальше. Викинги – это те же самые норманы, которые высадились на территории Северной Европы, континентальной Европы, и в частности северная часть Франции. Потом через венгерского завоевателя эти норманы, то есть те же самые викинги, высадились в Англии на территории и взяли Англию. То есть там произошел сплав викингов через норманов с англосаксами. И вот теперь, как следует из этого документа, ставится цель вернуть или дать возможность Украине вернуться в свой англосаксонский мир. О том, что вот один из моих знакомых написал книгу, недавно я публиковал очерки по истории Украины, где особенно отмечает воинское мастерство на всем протяжении существования и украинской государственности, и даже когда она была в составе там, других государственных объединений. То есть военное искусство украинцев, и сейчас это очевидно, оно выделяется среди других стран, других народов. У них же, то есть у наших князей древних со времен Олега, был договор с Византией, это первый договор в истории государственной Киевской Руси, когда они фактически за какую-то плату, в частности, этим занимался Святослав, охраняли северные границы Византии от племен, которые там были, населяли эти территории. То есть вот воинственность или дух воинов, он перешел к украинцам как бы с генами, что ли, от викингов. Поэтому вот сейчас существует в так сказать, сообществе мира, их называют 5 сестер. Это Канада, Соединенные Штаты, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия. Если вот та концепция, которая изложена Госдепартаментом, будет воплощена в жизнь, то Украина легко туда впишется в качестве шестой сестры. Что решается, значит, помимо этого? Это, так сказать, вот квинтэссенция, которую я понял из этого аналитического материала. А дальше идет по пунктам, вот как должно быть. Это не просто там широкими мазками на полотне написано бог знает что. Там стоят конкретные пункты. В военной области это дальнейшие реформы вооруженных сил Украины по натовскому образцу. Там не только вооружение должно быть натовская. Не только уставы натовские, этика должна быть натовская. Там даже документы, терминология по военным вопросам должна писаться с терминологией НАТО. То есть должны быть
закончены, проведены законченные реформы до такой степени, чтобы когда будет решен один болезненный вопрос, который вы знаете, под названием коррупция, Украина легко могла вступить в НАТО. Она бы и сейчас вступила, пока есть вот этот, увы, нерешенный вопрос. Здесь же рассказывается о том конкретно, что нужно сделать для деолигархизации Украины. Конкретно, по пунктам. Тут даже написано, какое количество судей нужно поменять и сколько дел о ненадлежащем исполнении судьями, украинскими коррупционными судьями, имеется сейчас в судах, они еще не рассмотрены, около 9 тысяч. Это реформы в области здравоохранения, это развитие киберзащиты, это борьба с дезинформацией, это все здесь. Дальше Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина задействовала, опять смогла задействовать свой потенциал, огромный потенциал. Это был центр мысли и производства ВПК в Советском Союзе. В этом смысле самая развитая республика Советского Союза. Так вот, Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина опять восстановила этот потенциал. Американцы готовы помочь. Украина должна производить свое собственное оружие, отвечающее новейшим стандартам. Здесь же говорится о том, какие реформы должны быть в аппарате национальной безопасности Украины. И тут две вещи, которые привлекли мое внимание. Ну, естественно, должны быть проведены реформы для ликвидации коррупции. И аппарат это должен быть децентрализованный. То есть это прямая противоположность тому, что имеет место сейчас, когда все сконцентрировано, централизовано в руках одного человека, который, согласно украинской конституции, ну, совсем ни при чем здесь. Он вообще там рядом стоять не должен. И все это в его руках. Так вот, речь идет о децентрализации страны. Так, по большому счету, я прочитал, вот когда этот пассаж вспомнил. А что сейчас представляет собой украинское государство во время войны, в эпоху, ну да, я не буду называть это эпохой, будем считать, что это такой короткий исторический момент, когда страной правит фактически Ермак. Мне вспомнилось правление российской императрицы Анны Иоанновны, при которой был ее любовник Бирон. И он фактически управлял государством. И он фактически стал регентом этого государства. Это были очень смутные времена. Вот что-то мне это напоминает. Кстати, этот регент очень плохо кончил. Очень плохо. То есть это должно быть ликвидировано. Затем, что касается помощи. Здесь, кстати, очень, очень интересная мысль есть. То есть о том, что в Украине свирепствует коррупция. Сейчас, в этом режиме, американцы знали прекрасно. Но 18 месяцев они об этом не говорили открыто на разных форумах публичных. Резников не мог этого понять. И он с гордостью говорил там вот, в последнем форуме в Вильнюсе, натовском, значит, не прозвучало слово «коррупция». Оно прозвучало, он просто его не услышал, но прозвучало не так часто. И он радовался, веселился, наверное, можно теперь после яиц по 17 появились куртки летне-зимние в 3 раза дороже. Вот что значит преступление, которое не было вовремя наказано, оно привело к совершению другого преступления. Так вот, американцы знали об этой коррупции давно, но не говорили об этом открыто, публично, потому что боялись, что этим воспользуются республиканцы для того, чтобы завалить помощь Украине. Они также боялись, что европейские союзники, если помощь Украине будет завалена в Соединенных Штатах, то европейские союзники тут же тоже съедут. Но одновременно американцы подчеркивали, что этим должны заниматься украинцы. Одно дело, когда американцы говорят, у вас там коррупция, а тогда республиканцы говорят, а вы куда смотрели? Значит, вы не следите за нашими деньгами налогоплательщиков, значит, вам нельзя доверять, давать деньги украинцам. Но когда украинская общественность выступает против этого и делает этот процесс прозрачным и вскрывает конкретные факты коррупции, это дает карты в руки сторонникам оказания помощи Украине в Соединенных Штатах, потому что они всегда могут сказать, ну, была коррупция,
Но народ увидел, заметил, вскрыл, наказал. Вот такая ситуация. Короче говоря, но сейчас все сменилось, все изменилось после того, как Украина оказалась из-за трампистов без помощи. Теперь об этом говорится открыто. Кстати, сообщается, что администрация Байдена вела неоднократно переговоры с украинской стороной на самом высоком уровне по поводу коррупции. И это не афишировалось. Кстати, один раз это проскочило, и я вам об этом рассказывал. Это вылилось на страницах статьи, на страницах журнала Newsweek. Помните, там был такой эпизод, что приехал Бернс, привез список, там были коррупционеры, и они же были агентурой Москвы. И вот после этого, значит, как отреагировал Банковая, вернее, не Банковая, ОПА Ермака, она тут же начала распускать кампанию о том, что Бернс – враг Украины. Нет, это не Бернс, это те, которые были на этом списке, который он привез. Это враги Украины. Короче говоря, вопрос стоит сейчас так. Администрация Байдена ведет переговоры с украинскими лидерами о возможностях обусловить будущую экономическую помощь Украине борьбой с коррупцией и превращением Украины в более привлекательное место для частных инициатив. Военную помощь будут оказывать в любом случае, потому что, народ не виноват. Народ не виноват, что вот есть такая группировка ОПГ, сверху пролезшая власть. Страна не должна, народ не должен погибнуть из-за этого. С ними потом разберутся. А вот когда придет время после победы, когда станет время восстановления и проведения, вот эти, собственно говоря, эти реформы должны уже проходить сейчас, не дожидаясь. После восстановления, после победы они должны будут быть достигнуты окончательно, то есть завершены. Таким образом, если вот все это вместе взять, то мы получаем, что американцы видят Украину потенциально третьим, я бы сказал так, метафорически, третьим бриллиантом в короне американской дипломатии. Первыми двумя, я считаю, Японию после Второй мировой войны и Западную Германию тоже после Второй мировой войны. Ни там не было коррупции, и туда, и сюда американцы не просто сказали там развивайтесь, а конкретно вот там сидел МакАртур в Японии, который регулярно, значит, гонял местную администрацию и говорил им, что нужно делать, иначе не получите ни копейки там, и так далее. То есть этот план фактически проведение примерно таких же реформ, примерно по такому же трафарету, в результате которых Украина должна превратиться в теснейшего союзника, вернее, частью западного мира и теснейшим союзником Соединенных Штатов Америки и других стран англосаксонского мира, потому что она исторически и, так сказать, этнически, и по своим, то, что американцы называют culture, то есть национальная идентификация, они фактически принадлежат этому миру, и вот нынешние события показывают или как-то так вот открывают возможность вернуться в родные, так сказать, вернуться в родную гавань, не утратив при этом своей идентичности. Вот такая, господа, такой взгляд из Вашингтона. Что касается Великобритании, то практически одновременно с вот этим, практически одновременно с утечкой, а это не случайная утечка, что сейчас там документ был загодя опубликован, а утечка была только сейчас, это не зря. И одновременно же в Великобритании публикуется другой доклад, это уже юристов британских, которые занимаются Украиной, прекрасно знают Украину, которые сейчас разрабатывают проект о том, как ее восстанавливать после победы. И здесь они пишут: коррупция и непредсказуемость судебной системы. Вот что сдерживают инвесторов. А инвестиций нужно много. Тут только один Всемирный банк сказал, что нужно 135 миллиардов долларов на ликвидацию физического ущерба и 41 миллиард долларов на восстановление.
Я читал другие оценки, там речь идет чуть ли не о полутриллионе. Ну, там 400 с чем-то миллиардов долларов. И речь здесь идет о том, что, обратите внимание, там я вам рассказывал о глобальную задачу, типа возвращения Украины в лоно англосаксонского мира. Так вот, пишут британцы, реконструкция Украины, восстановление, согласуется с императивами политики правительства Великобритании, которая называется Global Britain, глобальная Британия, глобальный англосаксонский мир. И план восстановления Украины согласуется с императивами этой политики. Ну и, наконец, очень важная мысль. Влияние Великобритании и других западных союзников, как одного из ключевых союзников Украины в настоящее время, находится на пике, в зените. Это идеальная возможность проконтролировать реальные эффективные изменения, чтобы усилия по восстановлению начались в нужный момент и без задержек, и принесли максимальную пользу народу Украины. Я со всем этим согласен. Я бы еще добавил, возможно, оно есть в секретной части, просто не опубликовано американским в политика. Но как это все сделать? Я представляю его сейчас. Что многие из вас думают и говорят, что наши все разворуют. Вот потому, чтобы этого не было, чтобы не разворовали. И поскольку это громадный, это грандиозный план, это как восстановление Японии, Западной Германии, которые были стерты с лица земли после 1945 года, их восстановления. И к чему она привела? Вы только вдумайтесь. Украина, 30 лет независимости, даже больше. Возьмите Японию или Западную Германию 1945 год, добавьте 30 лет, 75 лет получается, да? 75 лет Япония это было технологическое чудо всего мира уже, так по большому счету. Западная Германия, передовая экономика Западной Европы. Блин, ну нельзя еще 30 лет потерять. То есть следующие 30 лет должны быть за Украиной, чтобы это было. Что нужно сделать американцам и британцам? Не давать деньги власти, иначе все, труба. Нужно сделать, то есть создать специальный совет, куда войдут лучшие представители англосаксонского мира, честные, умные, добившиеся больших успехов в своей профессиональной жизни, главное, честные. Да? При этом совете должна быть ассоциация украинских неправительственных организаций, которые тоже должны быть отобраны соответствующим образом, чтобы там не было засланных, проплаченных казачков коррумпированной власти. И вот эти реформы должны, да, государство должно там этим делом заниматься, под строжайшим контролем вот этой ассоциации украинского народа, через вот эту ассоциацию неправительственных организаций. И деньги должны идти только так. И вот тогда все будет Украина. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить это видео. Как всегда, слава Украине и вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. Вы видите, что Соединенные Штаты, Великобритания, они не живут только сегодняшним днем. Их стратегия не зависит от кучки отморозков в составе 29 маргиналов. Будем считать, что это был просто прыщик на обе мира. А вам, дорогие друзья, как всегда, желаю выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч!